Продолжаем разбирать вопросы про деньги. Сейчас ответим на вопрос: ввести наличные или пользоваться банкоматами Грузии. Мадлоба. Друзья мои, ну что сказать. Здесь пользователи написали свое мнение. Я сейчас их зачитаю, это мнение. Вам дам свою, скажем такое, свое видение на эти ответы, на эти вопросы. Грубо говоря, если честно говоря, как угодно, Грузия — это страна, где много туристов. Туристический бизнес здесь был, есть и будет, независимо от коронавируса. Здесь это всегда. И здесь в больших туристических направлениях, это Батуми, Тбилиси, Боржоми, Кутаиси, да, есть банкоматы, обменные пункты везде, и везде принимают карты. Ну, то есть, где не принимают, наверное, где мы не смогли расплатиться, это в некоторых маленьких магазинчиках, где принимали лучше наличные, да, и то под предлогом того, что не работает, там все-таки был, наверное, да, и в маршрутках. Все остальное принимают карты везде. Причем курс банка, если вы еще приготовились к тому, что у вас есть специальный кэшбэк по туристическим картам, то в принципе вообще отлично, и по наличке вы этого никак не ощущаете. Если что, можно снимать деньги в банкоматах, потому что если вы едете в глубинку, то там, естественно, банкоматов не будет. Но это не удивительно, потому что ни в России, ни в Украине, ни в Беларуси я не наблюдал обилие банкоматов в таких в глубинках, в деревнях и в ГП. Там, да, где-то есть около какого-то центрального магазина, но на этом и все. Ну и я слабо представляю, какие большие суммы там вам понадобятся, чтобы вы в глубинку поехали в Грузии, купить там, не знаю, пирогов, либо вишен, черешин, клубники, либо остановиться у кого-то на ночь, да, можно договориться, и суммы здесь, уровень, ну, тут можно хорошо и недорого жить, кушать и путешествовать. Ситуация двойственная. В чем мораль всей басни? Банкоматами пользоваться Грузии можно, и карта Виза обслуживается везде без каких проблем. Согласен. В Тбилиси много банкоматов ВТБ. Ну, друзья мои, я скажу свою точку мнения, что я слышал. Да, за что взял, то и отдал. ВТБ не является как бы таким банком. ВТБ это не то, что если вы, допустим, у вас есть карточка ВТБ, и вы без комиссии снимаете в банке ВТБ. Комиссия все равно будет. Многие мои знакомые, они просто переводят со Сбера, допустим, да, за Сберкарты. Они переводят на грузинскую карту, снимают, и нормально. Любые карты российских банков я не слышал, чтобы какой-то банк не выдавал. Может быть ограничение по сумме, но, скажем так, если вы не покупаете здесь дом, участок, либо машину, то я думаю, что проблем с наличкой вообще не будет с любой картой, будь то карта России, будь то карта Беларуси или Украины. Опять же, карты Сбера, карты Альфа-банка, те же самые Яндекс деньги, карты, да, там Юмани сейчас вполне себе работают и в магазинах, и в банкоматах можно снимать, и курс, правда, немножко будет на конвертации другой, но, опять же, я думаю, что это не так проблематично, не так критично, чтобы за это дело там переживать. Снять деньги в Грузии, пишет Лист, там, да, не проблема, опять же, в крупном городе банкоматов полно, согласен. Опять же, небольшая наличная сумма, там, пусть у вас в кошельке лежит там 20, 50, ну 100 лари мелочью, ну, у меня никогда не бывает вот такой вот, ну, как бы, да, у меня максимум это лежит там 50 лари, может быть, на чаевые кому-то, либо там куда-то, да, и то не всегда, то есть, потому что всегда в телефоне есть Apple Pay, ты пришел, приложил, и это нормально, здесь это работает, поэтому здесь хорошо. Юлия, в грузинских городах банкоматы есть, работают исправно, причем их много на каждом шагу, реально много. Единственное, что бывает очереди к этим банкоматам, но опять же пройти дальше, или там есть ночные, как вот в России, в Москве здесь пункты, где можно зайти в банк и там в банке поменять, то есть можно ну, не в самом банке поменять, а там есть банкоматы внутри специальных комнат отделений, то есть туда можно прийти, и опять же здесь все предельно просто и понятно. Здесь люди рекомендуют, что, и правду говорит Петр, да, что в Грузии цивилизация есть. Ну, еще бы не было. Сюда приезжают миллионы туристов каждый год. И здесь они не привозят наличку. Тут правительство Грузии старается, чтобы наличка превращалась в безналичку. Потому что это выгодно и правительству, и налоговым. Причем налоговые органы здесь крайне лояльны к предпринимателям. Здесь нет таких поборов, как это есть, там, допустим, в Беларуси и в России. Здесь это все очень классные налоговые льготы. Поэтому и цены грузинские не кусучие, да. Банкоматы есть даже с русским меню. Ну,
точно есть банкомат с грузинским и английским. Некоторые банкоматы TBC банка, Банк Джорджия, нет, TBC точно есть, и Банк Джорджия Сакартвело, по-моему, тоже есть где-то на русском языке. Но в принципе на английском языке вы точно поймете, что вам снимать и как вам снимать. Там никаких проблем нет от слова вообще. Более того, если вы в банке снимаете, есть банкомат и есть банк, то сотрудники банка очень охотно вам помогут, а если они не понимают, ну или слабо понимают русский язык, они тут же пойдут, позовут того, кто знает, и вам помогут. Здесь, в Грузии, проблем вообще нет от слова никак. Пишет Татьяна, да, съем с карты в банкомате не часто, но периодически да. Дома заказали распечатку и, к своему удивлению, выяснили, что съем в банкомате более выгоден, чем обмен долларов. Кстати, меню на 3 языках: английский, грузинский, русский. Тоже согласен. Друзья мои, здесь многие переходят на безналичный, да, потому что турист диктует условия. Турист, который приезжает в горы, он понимает, что в горах там, ну, искать банкоматы или в обменные пункты такое себе удовольствие. Но если вы находитесь в городе, то многие владельцы бизнесов четко себя представляют, если они не будут принимать оплату безналом, то есть, ну, на карту, да, либо там, то они потеряют клиентов. Клиент не пойдет туда, где есть только наличка. Сколько я замечаю, что все больше и больше людей вас уже пользуются картами, да, там правительство Грузии к этому делу подводит. Александр пишет: в Грузии много туристов с просторов СССР. Общаются, русская речь везде. И посольства нашего нет. С банкоматами все отлично. Я специально нацеленно не искал. Прогуливаясь по Тбилиси, набрел случайно банкомат, выбрал меню на русском и снял деньги. Тоже правильно. То есть, вот, друзья мои, вот многие наводят паники, а потом, когда ты выясняешь цена вопроса, вот они бегают полдня и спрашиваются: ты приехал в страну отдыхать, и чтобы не заплатить 3 лари, 1 доллар на съеме, он полдня бегал и искал там выгодные курсы, потом полдня возмущался. Если вы едете отдыхать, расслабьтесь, получайте удовольствие. Грузия — это та страна, где действительно есть такой своеобразный грузинский дзен. Здесь классно отдыхать, классные люди, ну и банкоматы здесь не зверствуют. То есть, здесь нет таких моментов, как это было ранее там в России, где можно было попасть на комиссия, а потом еще комиссия банка, а потом еще там пам-пам. Смотрите наши видео на канале. Если у вас есть вопросы, задавайте под этим видео, либо под этой статьей. Мы с радостью поможем вам. Ответим, либо найдем для вас правильный ответ и спросим тех, кто точно знает. Спасибо за внимание, до свидания.